Находясь в открытом море, группа рыбаков заметила странный мешок, плавающий в открытом океане. Заинтригованные, они решили выловить его. Однако то, что они обнаружили внутри, привело всех в ужас и лишило дара речи. «Вы это видите?» — спросил Рауль, щурясь вдаль и прикрывая глаза от солнца. Его голос был резким, перекрывая равномерный плеск волн об их деревянную лодку. Матео, сидевший, скрестив ноги, на носу со спутанной рыболовной сетью на коленях, проследил за взглядом Рауля. «Да, я вижу», — ответил он, слегка нахмурившись. Странный предмет покачивался на поверхности воды, медленно двигаясь против течения. Было слишком далеко, чтобы разглядеть детали, но в открытом океане он казался неуместным. Рауль вздохнул, поправляя свою выцветшую кепку. В свои 40 лет он провел большую часть своей жизни, занимаясь рыбной ловлей в этих водах, и гордился тем, что знает, что здесь уместно, а что нет. «Наверное, это просто мусор», — пробормотал он, хотя беспокойство в его тоне выдавало его слова. «Мусор так не плавает», — сказал Матео. Молодой человек, которому было всего 22 и который был относительно новичком в этой профессии, не мог избавиться от растущего ощущения тошноты в животе. «Он тяжелый. Посмотрите, как он опускается и поднимается. Мы должны это проверить». Рауль колебался. Они вышли в открытый океан с четкой миссией — привезти достаточно рыбы, чтобы продать на рынке и прокормить свои семьи. Но что-то в том, как Матео говорил, в его настойчивости заставило его кивнуть. После минутной паузы Рауль сдался. «Хорошо», — хрипло сказал он, берясь за весла и направляя лодку к объекту. Когда они подплыли ближе, стали видны детали объекта. Это был большой странный мешок, слегка перевязанный потрепанными веревками и покрытый пятнами потемневших лоскутов. Он странно покачивался, как будто что-то под поверхностью тянуло его, не давая свободно плыть по волнам. Запах ударил в нос еще до того, как они добрались до лодки. Прогорклый запах, от которого Матео поперхнулся и прикрыл нос рубашкой. «Что это, черт возьми, такое?» — пробормотал Рауль, перегибаясь через борт, чтобы подхватить сумку крючковатым шестом. Как только он дотронулся до нее, то слегка отпрянул. Сумка оказалась тяжелее, чем он ожидал, как будто ее придавили чем-то тяжелым или прикрепили к чему-то внизу. Матео присоединился к нему, и вместе им удалось вытащить ее на палубу. В этот момент показался кусок веревки, мокрый и скользкий, исчезающий в темной воде. Рауль дернул его, но то, что было внизу, потянуло обратно. «Он за что-то зацепился», — сказал Рауль, нахмурившись. Матео беспокойно заерзал. «Забудь это. Просто разрежь его». Рауль поколебался секунду, затем вытащил нож и перерезал веревку. Натяжение лопнуло, и мешок с глухим стуком упал на палубу, а оборванная веревка соскользнула обратно в море, исчезнув под волнами. Какое-то мгновение никто из них не произносил ни слова. Их взгляды были прикованы к тому месту, где исчезла веревка. «Может, нам стоит открыть его?» — спросил Матео, понизив голос почти до шепота. Рауль снова заколебался. Его внутренности кричали ему бросить сумку обратно в океан и предоставить ее своей судьбе. Но любопытство, опасное, настойчивое любопытство взяло верх. «Давайте посмотрим, с чем мы имеем дело», — сказал он, доставая из-за пояса перочинный нож. «Мир». Когда Рауль начал перерезать веревку, мешок издал тревожный хлюпающий звук. Запах усилился, став почти невыносимым, и обоих мужчин затошнило. «Что бы там ни было, это что-то нехорошее», — пробормотал Рауль, его руки слегка дрожали. Веревка поддалась, обнажив несколько слоев черного пластика, плотно обернутого вокруг содержимого. Рауль остановился. Его инстинкты кричали ему, чтобы он оставил это в покое. «Давай отнесем это на берег», — резко сказал он. «Не стоит возиться с этим здесь». Матео кивнул, почувствовав облегчение. Когда Рауль повернул лодку к берегу, оба мужчины старались не смотреть на сумку. Солнце уже клонилось к горизонту, когда Рауль и Матео достигли берега. Знакомые виды их маленькой рыбацкой деревушки
обшарпанные лачуги, дети, играющие босиком на песке, люди, развешивающие белье, мало помогли успокоить их нервы. После покупки сумки между ними повисло тяжелое молчание, которое продолжалось даже тогда, когда они выгружали свой улов. Томас, пожилой рыбак с волосами цвета соли с перцем, подошел к ним, и его острый взгляд сразу же упал на странный пакет. «Что это такое?» — спросил он, указывая скрюченным пальцем. «Не уверен», — коротко ответил Рауль. «Нашел это плавающим где-то там». «От него воняет», — сказал Томас, сморщив нос. «Ты собираешься его открыть?» Рауль покачал головой. «Не здесь. Это плохие новости. Я чувствую это». Слух о странной находке быстро разнесся по деревне, собрав небольшую толпу у лодки Рауля. Среди них была Анна, приглашенный морской биолог, которая изучала местные популяции рыб. В свои 35 лет она была проницательной, любознательной и не боялась высказывать свое мнение. «Это выглядит преднамеренным», — сказала Анна, осмотрев пакет издалека. «То, как он перевязан, несколько слоев пластика — это не просто мусор. Кто-то хотел, чтобы это утонуло или осталось незамеченным». От ее слов по группе пробежал холодок. «Это может быть дело рук картеля», — мрачно сказал Томас. «Возможно, наркотики или что-то похуже». Лицо Матео побледнело. «Хуже?» Томас не стал уточнять, но напряжение, повисшее в воздухе, было ощутимым. Рауль, чувствуя тяжесть ответственности, решил, что они не смогут спрятать сумку. «Мы откроем его сегодня вечером», — объявил он на пляже вдали от деревни. Той ночью под покровом темноты Рауль, Матео, Томас, Анна и еще несколько доверенных жителей деревни собрались вокруг сумки. Когда Рауль разрезал первые слои пластика, запах усилился, заставив некоторых из группы подавиться и отступить назад. Внутри они обнаружили несколько окровавленных предметов одежды, сломанные игрушки и потрепанный дневник. Рауль на мгновение остановился, делая глубокий вдох. Он еще не открыл последний слой. Казалось, что им нужно было понять, на что они смотрят, прежде чем двигаться дальше. Там. «Что это, черт возьми, такое?» – прошептал Матео дрожащим голосом. «Если это то, что я думаю, то тот, кто это сделал, не захочет, чтобы его нашли», – прервал его Рауль. «Что нам делать, Томас? Пойти в полицию? Что, если это дело рук картеля? Мы подвергнем опасности себя и всю деревню». Пока группа спорила, заговорил сельский житель по имени Карлос, рыбак лет 40 с небольшим. «До меня доходили слухи», — нерешительно сказал он, «об исчезновении детей в деревнях на побережье. Семьи остались без следа, без зацепок». Упоминание об исчезновениях вызвало волну беспокойства в толпе. Карлос рассказал, как несколько месяцев назад семья из соседней деревни потеряла свою дочь. Однажды ночью она исчезла, оставив после себя только порванное платье. «Что, если это как-то связано?» — спросила Анна, глядя прямо на Карлоса. «Возможно», — сказал он, — «но обратиться к властям непросто. Они либо слишком напуганы, либо слишком коррумпированы, чтобы взяться за что-то подобное». Матео, который до этого молчал, наконец заговорил. «А как насчет дневника? Он мог бы рассказать нам больше», — согласилась Анна, снова перелистывая страницы. Среди разрозненных предложений ее внимание привлекла одна фраза. «Док. Это всегда начинается с док». «Док?» — спросил Рауль, нахмурившись. «Какой док?» Томас, который молча наблюдал за происходящим, наконец заговорил. «В нескольких милях к северу отсюда есть заброшенный док», — сказал он. «Им не пользовались много лет. Там раньше орудовали контрабандисты, пока береговая охрана не расправилась с ними». Члены группы обменялись тревожными взглядами. Был ли упомянутый в дневнике доктор тем самым, о котором упоминал Томас? Анна взяла дело в свои руки. «Нам нужно это проверить. Если мы сможем найти здесь какую-либо связь, возможно, этого будет достаточно, чтобы обратиться к властям». Рауль поколебался, затем кивнул. «Ладно, Томас,
Ты отведешь нас туда». Он повернулся к Матео и остальным членам группы. «Вы, ребята, отойдите и выясните, что в этой сумке. Если что-нибудь найдете, подождите нас». С этими словами они разделились на две группы. Рауль, Анна и Томас направились к причалу, а Матео остался с остальной частью их небольшой группы, чтобы осмотреть оставшееся содержимое сумки. Анна осмотрела окрестности. Ее зоркие глаза выискивали любые признаки активности. «Посмотри сюда», — сказала она, присев на корточки возле кучи выброшенного мусора. Она подняла кусок ткани, до жути похожий на те окровавленные, что они нашли в сумке. «Вот оно», — сказал Рауль тихим голосом. Вот тут-то все и началось. Группа продолжила поиски, обнаружив еще больше леденящих душу улик. Детскую туфлю, ржавые цепи и даже фрагмент разорванной фотографии. Открытия нарисовали мрачную картину. Матео, явно потрясенный, повернулся к Раулю. «Мы должны кому-то рассказать, мы не можем держать это в себе». Рауль кивнул, но вопрос остался. Кому они могли доверять? Тем временем Матео и остальные члены группы осторожно развернули последний слой пластика. Внутри они обнаружили кости, маленькие и хрупкие, на первый взгляд принадлежавшие человеку. Находка повергла всех в ужас, казалось, подтвердились их худшие опасения. Они покинули пляж и в напряженном молчании направились к дому Матео, чувствуя, как тяжесть находки давит на них. Оказавшись внутри, они сели, уставившись на кости и гадая, что Анна, Рауль и Томас обнаружат на пристани. Ожидание казалось бесконечным, а в воздухе витал страх, как будто что-то гораздо более темное надвигалось на них. Несколько часов спустя, когда первые лучи рассвета пробились в окна, они вздрогнули от звука шагов у двери. Рауль, Анна и Томас вернулись. Их лица были мрачны, но ничто не могло подготовить их к тому, что они увидели в доме Матео. Когда дверь открылась, взгляд Рауля сразу же упал на кости, лежащие перед ними. «Что это, черт возьми, такое?» – пробормотал Томас, входя в комнату. Зоркие глаза Анны осмотрели место происшествия. Она глубоко вздохнула и начала рассматривать кости более внимательно. Сказалось ее образование морского биолога. Что-то было не так. «Подожди», — сказала она, поднося фрагмент кости к свету фонаря. «Мне кажется, что это не совсем правильно. Что ты имеешь в виду?» — спросил Рауль напряженным голосом. «Это кости животных», — осторожно сказала Анна, нахмурив брови. «Я не могу сказать наверняка без надлежащего анализа, но это не человек. Они были подстроены так, чтобы выглядеть как человеческие останки». Группа была ошеломлена. Томас спросил, зачем кому-то понадобилось это делать. Анна на мгновение задумалась, затем снова взяла дневник и стала листать страницы. Она задержалась на нацарапанной записке, которая выделялась на общем фоне. Они хотят выкуп, вот почему они лгут. Ее глаза расширились, когда до нее дошло. По ее словам, это было инсценировано, чтобы заставить кого-то поверить, что их близкие погибли. Они использовали кости животных, чтобы все выглядело так, будто кто-то умер. Тот, кто это сделал, хотел показать, что они готовы на все, если выкуп не будет выплачен, возможно, чтобы запугать семьи и заставить их подчиниться. Матео сжал челюсти, в его глазах вспыхнул гнев. Значит, дети, кем бы они ни были, возможно, все еще живы. Присутствующие замолчали, осознавая, что за этим кроется. Кто бы это ни сделал, он приложил все усилия, чтобы создать ложную историю. Они решили обратиться к властям ближайшего города, надеясь обойти местную коррупцию. У Анны был надежный друг в полиции, следователь. В ту ночь, пока группа ждала ответа, в нее начали закрадываться страх и паранойя. Томас хотел, чтобы они сохраняли бдительность. «Если тот, кто это сделал, узнает, что сумка у нас, он, не колеблясь, отправится за нами», — мрачно сказал он. Когда на следующее утро наконец прибыл следователь, группа передала улики, подробно рассказав о своей находке. Следователь, опытный офицер по имени инспектор Рейес,
теперь имеющий более четкое представление о ситуации, тщательно изучил улики. Тем временем Анна, Рауль, Матео и Томас старались обеспечить безопасность и спокойствие жителей деревни. Они рассказали о своей находке немногим доверенным лицам, но слухи продолжали распространяться. Возле деревни снова были замечены странные транспортные средства, что усилило всеобщее беспокойство. Рауль и Матео по очереди несли вахту, и с каждым днем их решимость становилась все сильнее. Однажды днем, когда Рейес вернулся с новостями, он принес с собой проблеск надежды. «Мы опознали одного из детей», — сказал он, показывая фотографию маленькой девочки. «Марисоль! Она жива!» Знакомый из соседнего города подтвердил, что видел ее вместе с другими детьми на складе возле доков. Облегчение группы было ощутимым, но Рейес предупредил их. «Мы организуем рейд, но действовать нужно осторожно. Если мы ворвемся и напугаем их, детей могут увезти. Или что-нибудь похуже». Рауль шагнул вперед, его голос звучал ровно. «Чем мы можем помочь?» Рейес кивнул. «Продолжайте смотреть в оба. Если вы заметите какую-либо необычную активность вблизи деревни или причала, немедленно сообщите нам об этом. Мы свяжемся с вами, как только будем готовы к переезду». В тот вечер, когда группа собралась вместе, у них вновь появилось чувство цели. Они раскрыли страшную тайну, но надежда все еще оставалась. Дети были живы, и они были полны решимости вернуть их домой. Следующей ночью под покровом темноты Рейес привел группу полицейских на склад возле доков. Анна, Рауль, Матео и Томас с тревогой ждали в деревне, не в силах усидеть на месте, представляя, что происходит. Шли часы, и каждая минута казалась вечностью. Наконец, незадолго до рассвета, раздался звонок. В трубке раздался хриплый голос Рейеса, в котором смешались усталость и торжество. «Мы поймали его! Дети в безопасности!» Новость распространилась по деревне со скоростью лесного пожара. Семьи, которые месяцами жили в страхе и отчаянии, начали плакать от облегчения. Рауль и Матео обняли друг друга, и их эмоции наконец-то выплеснулись наружу. Анна села, обхватив голову руками, подавленная тяжестью того, чего они достигли. Рейес прибыл позже тем же утром, приведя с собой нескольких спасенных детей. Дети. Среди них была Марисоль, сжимавшая в руках потрепанного плюшевого медведя, который пережил это испытание вместе с ней. Жители деревни собрались, чтобы поприветствовать детей. На их лицах была смесь радости и печали из-за того, что пришлось пережить малышам. «Эти дети обязаны вам своими жизнями», — сказал Рейес, обращаясь к Раулю, Матео, Анне и Томасу. «Ваши действия привели в движение всю операцию. Без вас мы бы не нашли их вовремя». Рауль, всегда скромный, покачал головой. «Мы просто сделали то, что сделал бы любой на вашем месте. Настоящая работа была за вами». В течение следующих недель жители деревни сообща заботились о детях, помогая им оправиться от полученных травм. Новость о спасении распространилась по всему региону, привлекая внимание к опасностям торговли людьми и важности бдительности. Анна использовала это внимание, чтобы выступить за усиление мер защиты по всему побережью, призывая власти расправиться с преступными сетями, действующими в этом районе. Хотя жизнь в деревне постепенно возвращалась в нормальное русло, Рауль, Матео, Анна и Томас навсегда остались в памяти пережитого. Однажды вечером, когда Рауль и Матео сидели на своей лодке, наблюдая, как солнце опускается за горизонт, Матео нарушил молчание. «Как ты думаешь, они вернутся? Торговцы людьми?» Рауль вздохнул, устремив взгляд на горизонт. «Может быть, но если они это сделают, мы будем готовы». Волны мягко плескались о борт лодки, унося с собой тяжесть их страхов. Впервые за несколько недель они почувствовали умиротворение, зная, что сделали все возможное, чтобы сделать мир немного безопаснее. Что бы вы сделали, если бы наткнулись на что-то настолько таинственное и пугающее посреди океана?
Хватило бы у вас смелости открыть это. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте присоединиться к нам снова, чтобы узнать еще больше невероятных и захватывающих историй.